Всем привет, на связи Денис, и в этом видео я покажу, как синтезировать лазерную взбивку, этакий даунлифтер эффект, популярный в Tech House, Bass House и просто хаус музыке. Например, его активно использует Fisher в своем на данный момент свежем релизе It's Aquila. Давайте покажу, как накрутить этот звук в серуме. Вот так звучит готовый пресет. Это без обработки, без внешней обработки, только серум. Инициализируем пресет. Первый осциллятор понижаем на 3 октавы, то есть на 36. Берем первую LFO, придаем ей вот такую форму с небольшим отступом в начале, чтобы не было щелчков. И небольшим таким вот вогнутым склоном. Рейд пускай будет быстрый, 1/16. И не забываем поставить триггер. Теперь эту LFO мы назначаем на высоту тона осциллятора. И сделаем 24 полутона глубину модуляции. Теперь нам понадобится вторая LFO, которую мы делаем похожим образом, только на этот раз немножко более выпуклую. И назначаем ее тоже на этот параметр. На этот раз она будет на все 36 полутонов. И она будет у нас идти медленно. Один такт. И тоже делаем трик, чтобы воспроизведение начиналось с самого начала. Вот в течение одного такта у нас происходит этот лазерный эффект. Если мы сделаем 4 такта, это будет длиться дольше. То есть основа у нас готова. Дальше все остальные вещи, которые мы будем делать, они просто усиливают этот эффект, добавляют какие-то детали, какие-то нюансы. Для большей отчетливости можно понизить громкость до нуля и назначить на громкость эту же первую LFO. Таким образом. То есть теперь у нас вот этот всплеск распространяется не только на высоту тона, но и на громкость. Еще добавим фильтр. Подойдет любой low-pass фильтр. Но я возьму для оригинальности French low-pass. С такой вот нехарактерной, необычной немного формой. На него тоже можно на ручку котов назначить нашу LFO. Вот этот интересный параметр мы здесь тоже увеличим, чтобы придать тембру больше уникальности. Так, и вторую LFO назначен на драйв таким образом, чтобы драйва становилось больше к концу, когда она понижается. То есть его стартовое значение 5, а LFO пойдет в минус. То есть в минус 5. Таким образом она будет в начале на нуле, а под конец будет приближаться как раз к 5%. И вот у нас низкие ноты получаются более такими драйвовыми. Теперь можно еще эту же LFO назначить на детюн. Сделаем примерно 6 голосов. В конце 0, а в начале будет примерно 30%. То есть наверху звук более широкий будет, к низу он будет сужаться. И то же самое сделаем с рандомизацией фазы. К низу она будет собираться, а наверху будет максимально широкой. Вот это с помощью второй LFO. Также можно добавить какой-нибудь шум, например, розовый, белый шум. Давайте попробуем белый добавить. И тоже первый LFO, как и здесь, мы
модулируем громкость этого шума. Уровень делаем такой, чтобы он не бросался в глаза, то есть в уши, но тем не менее добавлял фактуры какой-то. Теперь обработаем все это, добавим distortion, добавим компрессор в режиме мультибенд, немножко повысим gain, потому что звук довольно тихий получается. У нас после компрессии вылезли низкие частоты, и мы их обрежем фильтром в режиме White Pass, вот, чтобы он срезал низа. Так, что нам еще тут потребуется? Дилей можно поставить 1/8 или 1/16 в режиме пинг-понг, чтобы был более широкий дилей. Так. Ну, тут можете поэкспериментировать, можно и 1/16 попробовать. И реверб в режиме plate, так, size поменьше, пределы поменьше, а вот ширину сделаем на максимум. Так, вот мне не очень нравится то, что noise осциллятор внизу немножко теряется. Сделаем, попробуем другой шум. Вот этот вроде слышно до конца. Ну и вы можете экспериментировать с типом шума, с типом фильтра. Ну, главное не менять его прям кардинально. Попробовать разные варианты LP фильтров. Со временем дилея. Ну и, конечно же, с длиной LFO2, с длиной этого эффекта с помощью ручки Rate. Мы можем вынести эти параметры, допустим, на макроконтроллеры. То есть это основное, что можно менять в этом пресете. Вот, это у нас длина, поэтому так и напишем. Можно количество дилея реверба, наверное, сделаем тут wet. Ну и, конечно же, вы можете вот здесь, во второй LFO, сделать все наоборот. И тогда у вас будет не даунлифтер, а наоборот аплифтер, то есть подъем эффекта разгона. Вот. Ну, в принципе, все. Дальше этот звук можно еще как-то обрабатывать. Можно сделать его в самом серуме немножко погромче. Можно еще поиграться с типами искажений, с формой волны, добавить второй осциллятор. Ну, это все я оставляю уже на ваше усмотрение. На этом все. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Денис, и пока. До новых встреч в новых видео.